Мои яранцы, знайте, мое оружие правда. Страна слишком долго томилась в руках политиков. Но вы выбрали будущее, лекарство, дорогу к раю. Вивиро. Наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака. Табак для него мы выращиваем на чистейших удобрениях. Вивиро. Чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Я обязан делать не то, что легко, а то, что правильно. Поэтому я принял решение, что нужно продлить райский призыв. Яранцы со всего острова будут отобраны, чтобы выращивать Вивиро и спасти нашу страну. Этих счастливчиков выберут с помощью жеребьевки. Одним из них может стать даже мой сын Диего. Эй, Дани, Как истинный яранец, он выруби примет эту хрень. судьбу с улыбкой. Прессисаменте. Этого Кастилью и надо. Хватит политики, Лита. Думаешь, призыв только для истинных иранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас. Кастилья воскресил в стране рабство. Теперь это реальность. Стоп, стоп. Ты нас бросила. Сбежала в джунгли к этим повстанцам. В Либертат. Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии. Это же наша последняя встреча. Дани, скажи уже что-нибудь. Имя написали не так. Дани, ты нужна Либертат. Ты училась. Тебе светила карьера в армии. Жаль, что ты бестолочь. Давай с нами, Лита. Ты никогда не слушаешь, Дани. Эй, пора валить. Корабль ждет. Выпьем в Мексике. А потом в Майами. Коньо. Свет рубануло. Нет, все серьезнее. Это что, блин, ствол? Эй, не в курсе, что происходит? Вот черт. Нихера себе! Уходим. Все вместе. Алеха, нет! Алеха, ложись! В жопу, Кастилью! Алехо! Призывники должны прибыть на службу. Вы поможете Дани, возвратить рай. уходим. Быстро! К лодке. Вместе. Обещай мне, Лита. Си. Идем, Дани. Не отставай, Лита. Надо добраться до корабля. Ясно. Когда будем в Майами. Мы попрощаемся с Алехо. Обещаю. Призывники должны прибыть на службу. Вы поможете возвратить рай. Да не Роха! Коньо, Вы нарушили пригнись. акт об истинных иранцев! Я же говорю, там никого нет! Надо было явиться на сбор, Рохас! Кто нам следующий откроет, тот и Дани Рохас. Пойдем. ФНД, выходите! Мы ищем Дани Рохас! Хуже будет! Открывайте, или мы выбьем дверь! Сюда.
Я не сопротивляюсь. Видите? Эй, что за херня? У меня семья. Нет. Не стреляйте. Не надо. Давай двигать отсюда. Нужно пересечь площадь. Они нас увидят. Не увидят. Всем преступникам построиться перед своими домами. Сопротивление карается. Тут дофига солдат, Лита. Значит, в канализацию. Готовься. Вперед! Давай внутрь! Да куда ты меня ведешь? Это ход повстанцев революции 67-го. Узнаешь метки? Да, с детства помню. Ужас. Капец, вот это жесть. Я отправил Вот срань. Они пошли туда! Что за хрень? Они там! Столько крови. Постельный камень защитит. Да. Почти пришли. Впереди выход наружу. Хорошо. Корабль нас ждать не станет. Чёрт, тупик. Бдительность истинных иранцев помогают защитить страну. Предатели! Лжеиранцы! Я вижу вас, сволочи! Солдаты! Там лжеиранцы! Введено военное положение. Не отставай, Лита. Всем жителям надлежит подчиняться приказам солдат. Скорей, скорей! Лита, трос. Как в лагере для новобранцев. Если вас не призвали, оставайтесь. Срань! Даня, ты в порядке? Да. В квартиру вломилась террорист! Простите, уже ухожу. Там кто-то есть. Черт, Лита. Где же ты? Сраный замок Кастиль. И Дани, я здесь. Еще один трос. той стены для обработки! Куда смотрит полиция? Им плевать, что военные нас убивают? La noche de la muerte. Корабль там. Бежим.
пожалуйста, нам нужно уплыть. Абуэла, ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас. О, я. Да, Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Олеху? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня. Олеху сирота. Олеха уже никуда не поплывет. Ну же, Марко, пропусти их. Вамос. Молодец. Эй, какого черта? Пустите нас! Грасиас. Да не за что, Чамако. Вот. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олехо сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем. Как в приюте, как в академии. Что это? До того, как стать эль-президенте, ми папа рыбачил. На суденышке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо, Михо. Наша цель — испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить их. больной тирану! Ты отравил Яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Я поймал тебя, Михо. Пора возвращаться домой. Я устал от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают Вивира. Правда или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего 13. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Что вообще произошло? Хана. Вамос, вамос! Дани! Лита! Я ног не чувствую. Чёрт, Лита! Это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать ее. Что?
Они здесь. Клара, Либертат, Хулио. Черт, Хулио. Все тут. Возьми мой мобильник. Следуй за знаками, как в детстве. Хватит. Лита, я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везет, Дани. И сейчас повезло. Lo siento, Лита. Сколько же трупов. Конью. Поищу припасы и сваливаю отсюда к херам. Это судьба? Descansa en paz, Лита. Черт, в обойме пусто. Нужно найти лагерь. Коньо. Как он до сих пор работает? Наверное, знаки — это код, о котором говорила Лита. Синяя повязка. Либертат. Lo siento. Наверное, родные никогда не узнают, что с тобой случилось. Черт, кто стреляет? Лучше не шуметь. И ваша одежда, и ваш пот — это запах предательства, внутренней гнили. Я так и узнала, что ты помогаешь, Либертат. По запаху. И грохнула тебя. Теперь я сообщу об этом своим. А ты? Тебя медленно по кусочку сожрут птицы и крабы. Для них ты Клару разыскиваю не только я. Баю-бай. Что это? Может пригодиться. Добраться до Либертат, украсть лодку, свалить нахер из Яры. Все просто. Теперь я говорю сама с собой. Перфект. О, черт!
Клара уже рядом. Повстанцам нелегко живется. Давненько я не пользовалась кошкой. Клара не любит гостей. Ты же не выстрелишь мне в затылок. Я Дани. Мы слитые друзья. Силенсио. Выжила только ты? Отвечай. Отвечай. Выжила только ты одна? Си, Повезло. Лита знала, на что шла. это все, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют, Эрмана. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Комем Ярда. Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за Кастильо. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастильо. Все просто. Ну да, у Кастильо всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы, и мы не уйдем, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы, и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видела. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру словно паутина. Теперь их используем мы. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу 1000. Ты же знаешь, я не повстанец. А Лити сказала тоже? Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывешь к своим янки. Но взамен придется стрелять и лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся и скажи, как будешь готова платить.
Дани. Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать Либертат из ничего. Кортес был шпионом еще до прихода Кастильо к власти. Он может собрать ракету из формочки для льда. Прежде работал на Эспиносу и КГБ, а позже ради развлечений на ЦРУ и Моссад. Хуан мой учитель. А еще конченый псих и пьяница. Когда все пошло наперекосяк, он счел это личным поражением и ушел из лагеря. Сальдадо с Кастильо мечтают сцапать двойного агента. Кортес для них лакомый кусочек. Хуан нужен Либертат, Дани. С нами он и говорить бы не стал, но ты новенькая. Он собрал для нас несколько гарнитур. Возьми одну. Поищи Кортеса в деревне. Первым делом загляни в бар. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Ты позволишь этой Сингадо остаться? А в чем дело, Хулио? Дело в... том, Клара, что у нас тут не богадельня. Дани будет здесь, пока помогает нам. Это не подачка, а взаимовыгодный обмен. Но ты... Ты даже не знаешь. Глупо отказываться от помощи. Нам нужны бойцы. Вот и все. По-твоему, эта девчонка боец? Скоро мы это выясним. Чего тебе? Тебе здесь не место. Дани, как связь? Ты меня слышишь? Прием! Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Си, я учту. Иногда лучше не лезь в драку. Суэрте. Мы ищем человека по имени Хуан Кортес. Впервые слышу. А как он выглядит? Станцы дают мне надежду. Документы. У меня их с собой нет, сеньора. Вот как?
Это серьезное преступление. Похоже, это Хуан. Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Херате, Чечне. Оставь бутылку, зачем бегать? Да надо. Так, Гуапо, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, Гуапо? Тут тебе не зоопарк, Абуэлла. Клара меня прислала. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно, а потом поймешь, что подсела, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Коньо! Мала пинга! Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Что за хрень? Си, ты явно нравишься Гуапо. А я испортил хорошую книгу. Буэно мисосиос, вамонос. Кажется, мы здесь как-то загостились. Грузовик, черт! Всех перестреляли! Мы выжили! Хватит уже играть с едой, Гуапо! Глотай! Так, ладно. Давай Коньо. валить, пока сюда не сбежалась вся эта их сраная армия. Я пьян, но не до такой степени. Я за тобой, старик. Гуапо хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. Ладно, надо сваливать отсюда. У тебя внимание слабее, чем у кота под коксом. Вамонос! Видно, что не впервые пушку держишь. Как тебя зовут? Дани. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, в ЦРУ. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтра. Подожди. Новый план, Дани. Вамос. По плану мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? Видишь дым? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровала? Порох и клей Супремо.
Это как сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. Хотя бы ты со мной, Гуапо. С оружием я или нет, военные меня пристрелят. Думаю, это пригодится. Стараясь воплотить его мечту о свободной и могучей Яре. Когда-нибудь, когда меня не станет, Да, так-то лучше. Яго пойдет по моим стопам. Ему всего 13, а я уже вижу его силу, ум и прозорливость. Диего Еще хлам для Хуана? и тот рай, что мы строим сегодня. Диего достиг. Мой сын. Сын Яга. Наш будущее. Я нашла твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую. Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило 8. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пыталась уплыть с беженцами, но без толку. Да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жила в приюте в Эсперансе. Потом служила в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило 20. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. Ну да. Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет, Гуапо не любит слабаков. Коньо. Если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапо ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапо можно доверить жизнь. Да, пока что точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили, а починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает. Но это временно. Потерпи, Дани. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и 9-е правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так. Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, Хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгой, рабыня на службе его рая. И таких много, Дани.
Пора научить тебя ресольвить, Дани. В 6 лет я поставила на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то ресольвить. А я не о том. Для повстанца ресольвить — это не просто выживать. Мы должны сеять хаос любыми средствами. Продолжай. Верстак — лучшее оружие повстанца. Давай, Дани, осваивайся. Давай займемся оружием. Без обид, но твоя винтовка слишком простая. Ща исправим. Правило 9. Используй подходящие средства. Иногда по ночам я спрашиваю себя. Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Скажем, твоя цель не забыла надеть шлем и жилет. Тебе понадобятся бронебойные патроны. Пули летят прямо и Класс! Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. Теперь бабах! Будет, видишь, как просто. Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящая засранка. Верстак твой друг, Дани. Друг с привилегиями. Черт. Процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую Яру. А как крокодила зовут?